Водолей, приветствую вас на моем канале. Это ваш гороскоп на май 2026 года. Делитесь, как прошел ваш апрель, что у вас происходило. Многие знаки писали про увольнение, про переезд, про какие-то судьбоносные и неожиданные перемены. Почему неожиданные? Потому что в конце апреля Уран сменил знак, планета неожиданностей, обновления, революции, и перешел в знак Близнецы на ближайшие 7 лет. Если вы хотите посмотреть, что у вас будет происходить, какие перемены вас ждут до 2033 года, у меня есть отдельный плейлист, там для каждого знака я записала, что принесет этот транзит. В описании под этим видео оставлю, переходите, смотрите. И также есть у меня прогноз на 2026 год, если вам интересно по месяцам посмотреть, что будет в августе, сентябре, октябре. Очень удобно, плейлист оставлю, тоже смотрите, со всеми датами и тайм-кодами. Итак, май для вас месяц, когда вы увидите результат своих трудов, водолей. Не просто почувствуете, а получите конкретный осязаемый итог, связанный с вашей карьерой, статусом и документами. То, над чем вы работали последние месяцы, в начале мая выйдет на финишную прямую и принесет вам признание, должность, либо бумагу, которая закрепит ваше новое положение. Дальше энергия разворачивается в сторону дома, семьи, вашего личного тыла, а к концу месяца приготовит вам приятный сюрприз, транзиты планет, которые вы не планировали, и он будет хорошим. Важный момент, что в мае Плутон, который давил на вас и вашу судьбу, он уже где-то 2 года находится в вашем знаке Водолеи, он замедляется и уходит в ретроградное движение 6 мая. Это даст вам передышку, больше свободы для собственных решений, не будет на вас давить, вы перестанете чувствовать, что обстоятельства сильнее вас и сможете сами выбирать, куда идти. Вторая половина мая принесет улучшение в работе и финансах. Условия труда могут поменяться в вашу пользу, а на пути начнут встречаться приятные люди, с которыми легко договариваться, и это будет выгодно для вас. Но будьте внимательны, в самом конце месяца будет второе полнолуние, и оно кризисное, оно затронет ось катастроф. Могут быть рискованные поездки, и авантюр лучше избегать. По теме друзей и коллективов придет ясность, которая давно назревала именно в мае. Сейчас мы посмотрим подробно, что вас ждет, чтобы гороскоп проигрался в плюс и май принес вам изобилие, радость и то, чего вы ждете и желаете. Пишите в комментариях: во благо мне и моей семье принимаю. Пишите, что вы хотите. Там принимаю новую работу с хорошим окладом, большим окладом. Принимаю благоприятный переезд, продажу квартиры, недвижимости. Пишите, и в конце благодарю. Итак, 1 мая происходит полнолуние в Скорпионе в вашем 10-м доме гороскопа, и разворачиваться оно будет в течение 2 недель. Это кульминация и развязка в теме карьеры, статуса, репутации и отношений с начальством или госструктурами. Полнолуние в Скорпионе очень глубокое и бескомпромиссное. Оно вытаскивает на поверхность то, что скрывалось в вашем профессиональном окружении. В ближайшие 2 недели у многих из вас произойдут события, связанные с вашей карьерой, с вашим руководством. Возможно, у вас новый начальник, новая должность. Вас могут заметить, вам могут что-то предложить, но также могут вам предъявить какие-то обвинения или попросить уйти с работы. 10-й дом – это ваша должность, ваш авторитет, ваше публичное лицо, руководство и любые инстанции, от которых зависит ваше положение в обществе. Скорпион тут вскрывает подковерные игры, и в районе этой даты, в районе полнолуния, несколько дней до-после, может скрыться ошибка в отчете, которую вы не замечали, придет приказ о повышении либо увольнении, состояться может быть разговор какой-то важный с начальством, с проверяющими органами, который все перевернет. Поэтому тут будьте осторожны, лучше не ругайтесь ни с кем. Если у вас есть какие-то, я не знаю, нельзя сказать тайны на работе, но если вы что-то не доделывали, прикрывали, скрывали, тут надо быть осторожным по этому полнолунию, потому что может все вскрыться. У многих из водолеев должность пошатнется, и я желаю, чтобы она пошатнулась в приятную сторону и повышение. Но придется защищать свою репутацию, доказывать свою профпригодность. Не пугайтесь, потому что Скорпион просто показывает то, что требует обновления, трансформации. Если вы не работаете, не знаю, вам может прийти письмо от налоговой,
вас могут вызвать в головной офис для подписания бумаг каких-то, которые меняют ваш статус. Возможно, вы становитесь пенсионером, меняете статус, да, тоже любой статус на бумаге. Могут сообщить о результатах проверки, аттестации. Также 10-й дом – это встречи с влиятельными людьми, поэтому вас могут позвать на важное совещание, представить руководству или включить в состав комиссии, где ваше слово обретет вес. Скорпион еще и за власть отвечает, поэтому в ближайшие 2 недели возможна борьба за место, конфликт амбиций или ситуация, где кто-то попытается вас подсидеть. Если вы ждали ответ от начальства или госорганов, он придет и будет прямым, без прикрас. Прояснится ситуация. Еще полнолуние высветит тему вашего публичного имиджа. Не знаю, вы можете узнать, что о вас говорят в коллективе. Но не впадайте в ярость. Скорпион дает это не для драмы, а чтобы вы знали, с кем имеете дело, и где нужно подкорректировать свои связи. Кому можно что рассказывать, кому нельзя. Полнолуние такое очень эмоциональное. Может быть ревность к чужому успеху, желание все контролировать. 10-й дом, он как бы такой, дом фактов, иерархии, поэтому не додумывайте, проверяйте информацию, запрашивайте документы, перечитывайте приказы, письма, которые вам приходят, делайте скриншот переписок, сохраняйте все. Скорпион любит тайны, а Водолей в вас должен любить ясность и системность. 3 мая Меркурий переходит в знак Телец, в ваш 4-й дом гороскопа. Практически до середины месяца Меркурий будет идти по сектору семьи, недвижимости, рода, вашего тыла, документов на место жительства. После эмоционального полнолуния, которое встряхивает ваш статус, карьеру, фокус смещается туда, где вы живете, с кем вы живете. Меркурий – это связь, информация, расчеты, короткие передвижения. Телец – это знак финансов, имущества и конкретики. Поэтому в ближайшие пару недель тема дома, недвижимости, семьи пойдут строго через цифры, документы и обсуждения. Кстати, мой муж брокер в Дубае. Если вас интересует недвижимость на Пхукете или в Дубае, если вы искали для себя подходящий вариант, сейчас самое время обратиться, потому что очень классные выгодные предложения и скидки. Я оставлю его ссылку на Инстаграм в описании под этим видео. Переходите, спрашивайте, что вас интересует. В ближайшие недели вы будете обсуждать ремонт, переезд, покупку мебели, техники для дома. Каждый разговор будет упираться в бюджет. Возможно, вам придут какие-то счета за коммуналку, о которых вы забыли, или что-то вам начислят, я не знаю, уведомления о перерасчете квартплаты. Для кого-то это будет больше общения с родителями, поездка в родительский дом. Вы можете с супругом, с супругой впервые поговорить о распределении расходов на жилье, на ипотеку, на аренду, на недвижимость. Если вы ждали какие-то важные документы, какую-то, не знаю, выписку, договор купли-продажи, все это придет именно сейчас по Меркурию в Тельце. Но Меркурий в Тельце, он такой не спешит, поэтому могут быть задержки, не все так быстро, как вы хотите, не все как это было в апреле по Овну. Поэтому проверяйте каждую цифру и дату. Еще Меркурий в 4-м доме – это новости от родственников. Вам могут позвонить родители, братья, сестры с какими-то, не знаю, может быть, денежным вопросом, предложением. Предложит поучаствовать в какой-то семейной покупке, там, к примеру, давайте подарим родителям что-то, либо там у нас мероприятие, мы вас приглашаем, там свадьба, день рождения, еще что-то. Могут помочь финансами, либо вы будете помогать финансами своим родственникам. Будут короткие поездки, поездок будет много, и они будут связаны именно с домом. Может быть, там поездки в строительный магазин, что-то закупить, забрать документы, навестить родных. Не планируйте дальних путешествий, потому что энергия сейчас про обустройство гнезда. Вот направьте ее туда. Очень многие думают, что если я говорю Меркурий переходит в знак Телец в 4-й дом, 100% у каждого будет что-то связано с домом. Но вы должны понимать, что не у всех натальная карта запущена. Для кого-то это не конкретные события, которые проиграются.
Для кого-то это окно возможностей. То есть планета вам сейчас подсказывает, что вкладывайтесь в дом. Если вы давно хотели какой-то мелкий ремонт сделать или что-то и никак не решались, вот сейчас вас поддержит эта энергия. Начинайте. Все, это окно возможностей именно в этом секторе. Документы на дом, семья, род, все, что с этим связано. Распишите бюджет семьи, наведите порядок в бумагах на дом, пропишите расходы, проверьте счета, разгребите квитанции. Если давно хотели обсудить с родными финансовый вопрос, сейчас подходящее время, когда разум берет вверх над эмоциями. И не бойтесь торговаться. Телец любит выгоду, а Меркурий дает вам слова. Если вы покупаете недвижимость, если вы ищете какие-то варианты, спрашивайте. Сейчас можно это сделать на выгодных условиях по Тельцу. 5 мая происходит напряженный аспект между вашим 3-м и 6-м домом гороскопа. 3-й дом отвечает за поездки короткие, за коммуникации и документы. И будет в квадрате к Юпитеру в Раке в 6-м доме, который отвечает за работу, рутину и здоровье. Конфликт, когда ваши слова, какие-то сообщения, короткие перемещения будут провоцировать столкновения на работе или с вашими коллегами. Юпитер все раздувает, он расширяет масштаб. Марс дает агрессию, поэтому мелкая искра может раздуться в крупную ссору или какой-то сбой, который выбьет вас из графика. Аспект действует в сам день и в ближайшие сутки. Может быть после этой даты. Поэтому тут будьте осторожны, на дороге особенно. Может быть в рабочих чатах, там вы не туда отправите сообщение. Может в личном разговоре вспыхнет перепалка на ровном месте с коллегой или с подчиненным. Кто-то вам резко ответит, начальник предъявит претензию, вы сами сорветесь на того, кто подвернется вам под руку. Любая коммуникация в ближайшие дни идет с перегрузом. Слова воспринимаются острее, интонация кажется грубее, чем она есть на самом деле. Поездки на работу или по рабочим делам могут пойти не по плану. Пробки, опоздания, поломки транспорта, ошибка в билетах. Поэтому перепроверяйте несколько раз все, если у вас важная встреча. Если у вас есть собеседование, лучше не назначать на эти даты. В этот день очень легко ошибиться в отчете, неправильно заполнить бумагу, отправить файл не тому адресату. Проверяйте все, что пишете и подписывайте, особенно если это касается больничного, вашего графика или условий труда. Или если вы подписываете трудовой договор, перечитывайте, будьте внимательны, переспрашивайте лучше. Конфликт может затронуть тему здоровья, если вы на больничном или на удаленке. Кто-то из коллег, не знаю, может написать в чате, что вы, к примеру, там на самом деле не болеете, берете отгул, а все на него взвалилось, вам придется оправдываться. Будьте тут осторожны. Или вы сами можете пытаться доказать свою правоту, перегрузите свою нервную систему и почувствуете себя выжатым. Будьте осторожны тут с эмоциями и со здоровьем также, в том числе, особенно нервной системой. Для тех, кто впервые на моем канале, я делаю личные астрологические разборы в PDF-формате, цены указаны на экране. Пишите мне в Telegram или Instagram, в описании канала в самом низу есть прямые ссылки, либо на электронную почту. Цены я в будущем буду повышать, поэтому если хотели в себе разобраться пока по таким ценам, обращайтесь. 14 мая Солнце соединяется с Меркурием в Тельце в вашем 4-м доме гороскопа. День, когда тема дома, семьи, недвижимости получит точную окончательную ясность, потому что Солнце высвечивает суть. Меркурий дает в Тельце цифры, документы или разговор. И это соединение будет действовать точечно 14 мая, пару дней после этой даты. Если вы ждали ответа по ипотеке, договору аренды, купле-продаже или перерасчету коммуналки, любых договоренностей по недвижимости, любых документов, в районе этой даты придет какое-то письмо вам, ответ, сообщение, возможно, с конкретной суммой и точной датой. Помогут принести бумагу, позвонить из банка, вызвать к нотариусу. Если вы обсуждали с родными переезд, ремонт или крупную покупку, в этот день состоится финальный разговор и решение. Вам назовут цену, срок, условия, или вы сами это озвучите и вас услышат. Может быть подписание договора на квартиру, получение выписки, прописка, закрытие вопроса с долгом по жилью, звонок от родителей с конкретным предложением или просьбой. Возможно, мама к вам переезжает или кто-то из родителей. Может прийти известие, которое решает какой-то затянувшийся семейный спор, либо вы съезжаете от родителей, начинаете самостоятельную жизнь.
Самое главное, не давите на родных или если вы покупаете жилье, продаете, сдаете в аренду, будьте дипломатичным. Если разговор пойдет в конфликт, телец упрется, и вы просто застрянете на одном месте. Общайтесь с цифрами спокойно. День, когда недвижимость и семейные договоренности получат форму и сумму, но главное не давить. То, что решится сейчас, останется с вами надолго. 16 мая в этом же 4-м доме гороскопа в знаке Телец происходит новолуние. Новолуние – это новый цикл, что-то новое, новость, закладка на полгода вперед. И то, что происходит, она в 4-м доме, в секторе дома, семьи, недвижимости, корней вашего личного тыла, это очень важно. Важно то, что вы сейчас заложите. Для кого-то это может быть новость о беременности, о пополнении в семье. Возможно, у вашей сестры родится ребенок, у вашего брата, либо кто-то из родственников женится, выходит замуж. Телец еще дает энергию материи и денег, поэтому все, что вы начинаете сейчас, будет расти медленно, но осязаемо. Если вы хотели открыть бизнес, связанный с едой, с недвижимостью, или вы хотели начать работать на удаленке, работа, которая связана с заботой, это все очень классно начинать по Тельцу, потому что будут результаты не быстрые, но зато это вам принесет финансы. Кто-то может начать ремонт, снимет обои, вызвать замерщика. Вот если вы хотели по новолунию, начинайте. Тут все пойдет в вашу пользу. Можете купить стройматериалы, найти новую бригаду строителей, запустить процесс оформления ипотеки или приватизации. Возможно, поступит новость о возможном переезде, вы начнете собирать информацию. В семейных отношениях можете заложить новую традицию, провести семейный совет по бюджету или решить наконец-то разобрать старые вещи на чердаке. В общем, что-то вы будете делать тут вместе с семьей. Для кого-то это конкретный переезд, новое место, новая жизнь на новом месте. То, что вы сейчас запустите, даст вам плоды уже к ноябрю. 17 мая Меркурий переходит в знак Близнецы и соединяется с Ураном в вашем 5-м доме гороскопа. И Марс переходит в знак Телец в ваш 4-й дом гороскопа. Там уже Меркурий, там новолуние, там было Солнце. Теперь еще и Марс переходит туда. Итак, Меркурий переходит в Близнецы в свой знак. Он очень сильный и сразу соединяется с Ураном. Очень взрывная, непредсказуемая энергия. Меркурий в своем знаке сверхбыстрый ум, поток идей, может быть много поездок, сообщений, звонков, просто постоянно на телефоне. Уран включает все внезапно, и в эти дни вы можете получить какое-то неожиданное известие от ребенка или о ребенке. Можете неожиданно влюбиться, 5-й дом отвечает за любовь, романы, получить предложение руки и сердца или предложение, от которого загораются глаза, там, я не знаю, начать какой-то совместный бизнес, свой проект, блог. Может неожиданно реклама у вас выстрелит, и там вы наберете миллионы просмотров, подписчиков. Уран очень непредсказуемая планета, и в какую сторону, как он ударит и проиграется, предугадать практически невозможно. А может прийти творческая какая-то идея для нового проекта, для курса, и вы загоритесь так, что сразу начнете действовать. Знакомства в эти дни тоже будут такими неожиданными. Может, в интернете вы познакомитесь с кем-то, и этот разговор перерастет во что-то большее. Но Уран еще и хаос, поэтому могут быть внезапные отмены, сбои в технике, не знаю, у детей какие-то капризы или, возможно, нужно менять школу, садик искать новые, какие-то перемены, что-то вы будете вникать, какой-то кружок, может быть, секция, нужно переводить в другую, то есть будут какие-то внезапные новости, связанные с детьми. В этот же день Марс переходит в 4-й дом гороскопа. Марс тут добавляет совершенно другую энергию. Это уже действие и напор. Если по Меркурию вы созванивались, искали информацию, спрашивали, уточняли цифры, то по Марсу вы начинаете физически действовать. Да, с Тельцом это медленно, но зато железно и надолго. Ваш дом в ближайшие недели станет зоной работы. Ремонт своими руками, перестановка, переезд физический, генеральная уборка, разбор завалов, строительство на участке. Если вы давно хотели взяться за жилье,
то сейчас начнете именно что-то делать руками и не отпустите это. Но Марс в четвертом доме еще и споры в семье, и конфликты. Поэтому будьте осторожны. Конфликты с родными на почве, кто и что должен делать по дому, или куда правильно тратить деньги, семейный бюджет, там в таком роде. Советы от родственников. Тут могут быть споры и конфликты. Будьте осторожными. Меркурий и Уран будет давать вам идеи и информацию в ближайшие дни, но не принимайте судьбоносных решений за секунду. Марс, направьте физическую его энергию в ремонт, уборку, стройку, что-то по дому руками делайте. Семейные споры гасите действиями, а не словами. Вместо «ты должен», «я уже начал», «присоединяйся», «все, давай делать вместе», там, не знаю, если вас просят о помощи, включайтесь. Итог вот этого периода, несколько дней до-после, прям когда энергия концентрированная. В творчестве и любви может быть искра неожиданность, а в доме и семье физический труд и начало большой работы. И обе линии будут важны, не смешивайте их и разделяйте. Меркурий в Близнецах будет делать благоприятный аспект к Плутону в вашем знаке, в вашем первом доме гороскопа 19 мая. И в этот же день Венера переходит в знак Рак, в ваш 6-й дом гороскопа. Прекрасный день, прекрасная энергия начинается. В творчестве, в личной жизни включается очень мощный канал ясности, а работа и здоровье на несколько недель получат очень хорошую поддержку. Меркурий в Близнецах в своем знаке, он очень силен. В вашем доме творчества, любви, детей. Плутон в Водолее стоит в вашем первом доме личности. И благоприятный аспект между ними, аспект силы и глубины. Может быть одна идея, один разговор, одно озвученное решение может вообще полностью поменять ваш образ. Если вы творческий человек, вот именно в эти дни можете придумать или сказать то, что изменит ваш проект или вашу подачу. Если у вас есть дети, разговор с ребенком, новость о ребенке даст мощный сдвиг в вашем самоощущении, новость о беременности, или если вы планируете благоприятный период с 19 мая. Ваши отношения в паре могут выйти вообще на новый уровень. Если вы влюблены, будет признание, важный диалог и выведет ваши отношения на новую глубину. Плутон дает вашему слову вес, Меркурий – точность. То, что вы скажете, запустит цепочку событий, которая изменит ваше позиционирование. Аспект действует несколько дней до-после этой даты. Используйте для судьбоносного разговора, публичного заявления или подписания бумаг по творческому проекту. Очень классно себя рекламировать, продвигать в эти дни, запускать блог. Если вы на пенсии, к примеру, тогда тут классные новости от ваших детей. Может быть, встреча с ними, от взрослых детей. Они приедут к вам, либо подарок какой-то сделают. Хороший период. В этот же день Венера переходит в знак Рак на несколько недель и обустраивается в вашем 6-м доме, который отвечает за повседневную работу, рутину, коллег, за ваше здоровье. Венера приносит комфорт в ту сферу, куда она приходит. Станет больше гармонии. Возле вас будет больше приятных людей, больше денег начнете зарабатывать. Рак еще это забота, тепло, эмоции. В ближайшие недели ваша рабочая вообще среда станет мягче, благоприятнее. Может быть, коллега новая появится. С коллегами будет легче наладить контакт, найти общий язык, будет больше взаимопонимания, взаимопомощи. Начальство или партнеры по проекту могут идти на уступки вам. Кому-то условия труда улучшат, удобный график, новый кабинет, обустроенное место, премия или оплачиваемый какой-то отпуск, отдых. Могут предложить работу, связанную с едой, домом, с заботой о людях, и она будет приятной. Если вы ищете работу, то она будет с этим связана, скорее всего. С недвижимостью тоже, с интерьером. 6-й дом – это еще ваше здоровье. Венера тут поможет вам наладить питание, сон, начать курс массажа, купить абонемент в спа, заняться телом с удовольствием, а не из-под палки. Можете начать новый режим, улучшится самоощущение. Ваш быт станет комфортнее. Возможно, вы переедете в более комфортное место, вам будет удобнее добираться на работу. И, в принципе, будет нравиться ваша атмосфера дома. 21 мая Солнце переходит в знак Близнецы и соединяется с Ураном. До этого Меркурий с ним соединялся, сейчас Солнце. Плюс Венера в Раке будет делать благоприятный аспект к северному узлу в Рыбах. И это будет аспект между 6-м и 2-м домом гороскопа. Итак, Солнце переходит в знак Близнецы на целый месяц, соединяясь с Ураном в вашем 5-м доме гороскопа.
творчества, любви, детей, азарта. Очень взрывная энергия. Не плавное развитие событий, а внезапный поворот. Вы можете спонтанно влюбиться, получить какое-то неожиданное предложение. Вы даже можете выиграть в лотерею, загореться идея, которая перевернет ваше представление о собственных талантах. Можете покупать лотерейный билетик в районе 21 мая. Кому-то придет новость от ребенка, успех, поступление куда-то, может быть, в университет, интересный проект у ребенка, новая работа, события в жизни детей. Для кого-то это творческое озарение, что вот все, вы найдете свое дело, вы найдете новое хобби неожиданное, может, увлечетесь чем-то экстремальным. Уран в Близнецах — это еще информация, и вам могут написать, позвонить, пригласить куда-то выступить, коллаборацию предложить какую-то, опубликоваться, запустить, не знаю, творческий проект совместно. Все это будет происходить быстро и потребует от вас мгновенной реакции. Пик 21-22 мая, но тема будет активна весь месяц по Солнцу в Близнецах. Параллельно 22 мая Венера в Раке в вашем 6-м доме гороскопа будет делать благоприятный аспект к северному узлу в Рыбах, в вашем 2-м доме денег. Судьбоносная очень связка, ваша ежедневная работа, рутина, забота о своем теле и здоровье через мягкие и приятные обстоятельства будут выводить вас на новый уровень дохода и самооценки. Вам могут улучшить условия труда, и это отразится на ваших выплатах. Может прийти премия, бонус за то, что вы делали спокойно, без надрыва. Возможно, вам, не знаю, дадут больше часов, надбавку какую-то. Предложат удобный график, который освободит время для творчества из 5-го дома, и это принесет вам деньги. Либо вы начнете заботиться о своем здоровье, купите, не знаю, курс у косметолога какой-то, наладите питание, и это даст вам прилив энергии, который конвертируется в заработок, который конвертируется в улучшение вашей самооценки. Венера в Раке — поддержка от женщин или через заботу. Возможно, коллега женщина или начальница, наставница сыграет ключевую роль в эти даты. Поэтому 21-22 мая ловите идеи, не отвергайте спонтанные предложения, особенно в творчестве и личных отношениях. Если захотелось что-то создать, в чем-то признаться, действуйте. Параллельно присматривайтесь к своей рутине, где можно мягко перестроить график, делегировать что-то, попросить помощь. Может, вы найдете няню, помощницу по дому. Вот сейчас как раз хорошая возможность. И еще две линии, которые будут дополнять друг друга, это творческий прорыв и высокий доход, идут рука об руку. Если вы давно мечтали монетизировать свое хобби, вот сейчас, 22 мая, самый благоприятный аспект. Кстати, я наконец создала гайд по карте желаний, как правильно, инструкцию, как правильно создавать, по которой я сама последние 5 лет делаю, у меня все сбывается. Хотите — верьте, хотите — нет. В описании под этим видео есть ссылка на магазин «Гайд. Карта желаний». Нажимайте, переходите и приобретайте. Итак, эти дни 21-22 мая благоприятные, прекрасные, там уже с 19 мая открывается окно. Они могут перевернуть ваше творчество и личную жизнь, а заодно и закрепить за вами более комфортный денежный рабочий ритм. Классные возможности и в личной жизни, и в работе, и в доходах. Водолеи, делитесь, потом пишите в мае, что у вас происходило. Пришла ли какая-то, может быть, какое-то предложение о подработке или о новой работе с более высоким окладом. 31 мая происходит второе полнолуние месяца, и оно ставит финальную точку в теме вашего 11-го дома гороскопа. Сектор, который отвечает за друзей, единомышленников, коллективов, соцсетей и планов на будущее. Стрелец — знак правды, масштаба и международных связей, а полнолуние — это итог, кульминация и ясность. И то, что назревало в вашем окружении последние полгода, сейчас даст результаты, вы четко поймете, с кем вам по пути, а с кем больше нет. Вы можете закрыть какой-то важный проект общий, закончить работу в коллективе, уволиться. У кого-то ребенок заканчивает школу или выпускается из сада, и вы выходите из родительских чатов, завершаете эту главу общения с определенными людьми. Возможно, переезд в новый город или страну, и из-за этого вы прощаетесь с соседским чатом, с привычным кругом знакомых, с друзьями. Естественное завершение какого-то этапа.
Можете выйти из какой-то компании, потому что ваши пути разошлись. Еще 11 дом – это однокурсники, одноклассники, может быть завершение долгого обучения, выпускной, получение диплома, выход из учебного сообщества, может вы на курсах каких-то были, а сейчас вы заканчиваете и все, да, вы уже не будете общаться с этими людьми так тесно и часто видеться. Здесь же 11 дом отвечает за коллег, кто-то из вашего коллектива может уволиться, или вы сами покинете проект, и привычный круг общения изменится. Если вы работаете над совместным проектом очень долго, то именно конец мая, начало июня даст вам завершение этого проекта и получение денег за него. Можете расчищать свои соцсети, подписки, пересматривать контакты, которые вам больше не нужны, и спокойно их удалять. Но этот же день еще включает ось напряженных аспектов, поэтому будьте осторожны, никакого риска. Накануне этой даты, в ближайшие дни, будьте осторожны за рулем, не садитесь за руль уставшими, не участвуйте в сомнительных коллективных авантюрах. Если что-то срывается или отменяется, примите это как защиту. Благодарю вас за просмотр, прошу у вас поддержки, лайков, комментариев, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на телеграм-канал, я оставлю в закрепленном комментарии, там есть прогнозы, помимо ютуба я выкладываю важные. И я желаю вам удачного и счастливого месяца, дорогие водолеи!